сейчас, спустя 12 месяцев игры в Геншин, у меня накопилась гора вопросов. И главный из них, почему в этой игре ты не игрок, а ресурс? Тебе буквально запрещают играть сколько хочется и когда тебе хочется. Ты привязан к смоле, деликам, расписанию баннеров, а бонусом у тебя появляется зависимость. И это не кликбейт, не рофл, не байт, это правда. Но самое страшное даже не это. Самое страшное, что ты можешь вливать сюда деньги и сжигать сотни часов своей жизни. А в итоге остаться ни с чем, когда поймешь, что все это не так ценно. Почему, зная все это, миллионы все равно не могут бросить Геншин, поясню в ролике. А также постараюсь сорвать эту маску милой детской аниме-игры. И расскажу, что я понял за целый год в Геншин. Как я сам того не зная, подсадил кучу людей на эту зависимость и получил ее сам. А в конце отвечу на главный вопрос. Жалею ли я о том роковом решении скачать Геншин? Ну и, конечно же, почему Hoyoverse — это компания зла. Если же хочешь предъявить мне за мои слова или просто повайбить, ссылки на мой телеграм, ТГ-чат и дискорд в описании. Приятного просмотра. Я всю жизнь вместе со стадом хейтеров Геншина его обсирал, так как банально всегда было весело троллить его игроков. Не буду себя дефать, был дурачком. Ну вот, в моей жизни появляется Молтер, окей, мой кентюрик. Мне из-за него становится интересно, и бац, уже 5 декабря 2024 я скачиваю Геншин. То есть чуть больше года назад. Забавно, но еще тогда я выдал такую фразу. Полчаса зайду просто потестить, и если мне не понравится, я удаляю и всегда всем буду говорить, что это дерьмо. К сожалению или нет, мне понравилось. Ну а как иначе? Приятное обучение, красивый мир, красочные пейзажи. А если ты вообще в жизни не знаком с гачами, как ты понимаешь, на крючок я подсел знатно. И мне впоследствии чудом навыпадали метовые персы при моем нулевом приложении сил. Для примера, Нивелет с первой десятки после прохождения пролога. И Мавыка почти сразу после этого. Как после такого об игре вообще можно сделать здравые выводы, не знаю. Поэтому, конечно, я выпустил видос, насколько игра крутая, как здесь легко и круто, и из минусов упомянул только смолу и дисбаланс по персам, что вообще по сути правда, там новые всегда сильнее старых и так далее. А в остальном, мол, все круто. Но я ошибался. Ролик стрельнул, люди ностальгировали по времени, когда еще получали эмоции от игры, поэтому комменты взорвались, посыпался актив, но сами тогда еще ничего не понял. Понятно, что я как контент-мейкер начал пробовать другие гачи из-за просмотров, снимать видосы о них, снимать продолжение Геншина и варять в этом всем, то есть я сам этим горел. У меня пошли первые мысли насчет того, что что-то не так. Произошло это в основном, когда я начал играть в ХСР и заметил, что все очень шаблонно. С одной стороны, прекрасная музыка и визуал, а с другой — холодный математический расчет, где каждый твой клик, кстати, учтен, как в рилсах, всяких шортсах и так далее. Да даже если твой друг ушел из игры, тебя это не должно волновать, потому что когда счетчик доходит до примерно 30 дней, то твой друг был в сети недавно. Даже если он не заходил в игру годы, он был в сети недавно. Кажется, что это пустяк, но вы уверены? Уверены ли вы, что дейлики — это просто ежедневные задания? Уверены ли вы, что такое количество рутины оправдано? И уверен ли ты лично, что тобой не манипулируют, чтобы ты не увидел, насколько мир Геншина пуст? Для тех, кто не шарит, крутка стоит 160 гемов, а гарантированно ты получаешь персонажа за 180 круток, что равно, если округлить, примерно 30 тысяч гемов. А это без учета сигны персонажа и без учета повторных выбиваний. То есть в худшем случае ты на персонажа потратишь, скажем, 500 часов с учетом гаранта. Если, конечно, фармишь по 30 гемов за полчаса. Да, это будет ультра невезучестью, но такое может быть. Как и то, что тебе с первой крутки выпадет легендарный персонаж. То есть пока ты грызешь зубами эти 60 гемов, они за прошлый месяц заработали 60 миллионов долларов. Просто вдумайся в этот масштаб. Понятно, что есть ивенты, есть бездна, но когда они кончаются, ты остаешься один на один с этим миром, где каждый гем выгрызается зубами, а он к тому же картонный. То есть разработчики специально делают гринд невыносимым, чтобы подтолкнуть тебя к единственному выходу — занести им денег. И раз уж система вынуждает нас донатить, то делать это в официальном магазине — бред. Поэтому, если ты все еще здесь, сделай это хотя бы с выгодой для себя. Для этого могу посоветовать Hornybox, лучший сервис для донатов в гачи и не только. Тут есть и Геншин, и Вува, и Roblox, и вообще все конкретно, да даже Steam есть. Недавно же вообще стал доступен для доната Arknights. И донатить тут можно хоть через Telegram-бота, даже заходить никуда не надо. А цены здесь, если что, ниже, чем в официальных магазинах, что при нынешних проблемсах радует и упрощает жизнь. В общем, сервис имба, делает все максимально четко и быстро, а сам процесс еще легче. Ищем нужный товар, оплачиваем удобным способом, готово. Все придет либо сразу, либо очень быстро. А ссылка на Hornybox, напоминаю, в описании.
Во-первых, да, интеграция в таком ролике. А во-вторых, уже другой вопрос, как так происходит, что даже примерно понимая все это, нас не тревожат такие адские условия труда. И почему Геншин естественным путем превратится или уже превратился в твою вторую работу. Сейчас поясню. Сначала ты наивно играешь в Геншин для кайфика, а потом по чуть-чуть начинаешь понимать, что выгоднее заходить ежедневно, выгодно сливать смолу, как только она накапливается, выгодно фармить мобов, собирать цветочки ежедневно, чтобы твой аккаунт долго не простаивал на одном месте по силе персов. И так ты по чуть-чуть привыкаешь, и день начинает выглядеть так. Ты просыпаешься, и вместо того, чтобы, в худшем случае полистать ТикТок, это даже выглядит полезно на фоне Геншина, или там, проверить новости, ты понимаешь, что смола уже накапала, и лучше бы ее слить. Поэтому даже если тебе не прям кайф, даже не подозревая, что это начинает перерастать в привычку, ты это делаешь. Ты заходишь в игру уже не по фану, а чтобы слить смолу. Причем в данже, который ты проходил уже 1000 раз. Ты знаешь каждое движение босса, тебе скучно, ты делаешь это на автопилоте, но ты уже не можешь остановиться, потому что ресурс пропадает. А это, не оптимально для прокачки моего аккаунта. Потом делики. Приди туда, убей 3 слаймов, принеси 3 цветка, там их целая куча разных вариаций этого квеста. Зато после его выполнения ты чувствуешь, что внутреннее трение успокаивается, так как 60 гемов заработаны. Да и смола слита, да и вообще в следующий раз я просто скрафчу смолу, чтобы не тратить время зря. Так ты играешь какое-то количество времени, и вот ты в один момент словишь себя на мысль. Стоп, я только что потратил 20 минут своей жизни на то, что мне не нравится, а сколько раз я так сделал до этого? И тут подключается следующая манипуляция. Самая подлая и невидимая. Это, по сути, обман мозгом нас самих, или же тут участвуют разработчики. В психологии это умные челики называют ошибкой невозвратных затрат. А на простом жалко бросить то, на что ты потратил силы и время. Неужели я серьезно хочу это прекратить, если я уже целый год захожу сюда как на работу? У меня там Нивелет прокачанный, Мавуика, еще же артефакты с идеальными критами, которые я выбивал 3 месяца в одном и том же данже. Если я сейчас уйду, значит все было зря. Значит, я реально просрал целый год своей жизни? Нет уж. Я лучше пойду потрачу еще больше времени, чтобы оправдать старые вложения. То есть, достраивать дом, в котором уже случился пожар. Просто потому, что ты там купил кирпичи. Но Геншин идет дальше. Мало того, что тебе жалко прошлого, тебе начинают продавать страх перед будущим. Я загуглил, это называется FOMO. Страх упущенной выгоды. Для примера, таймер на баннере. 14 дней, 10 дней, 3 дня. Тебе как бы шепчут: не успеешь сейчас, жди рерана через год. А через год этот перс может быть уже не в мете. Твой шанс сейчас, беги фармить, беги донатить, делай что угодно, короче, но не смей выходить из игры. И вот ты на этом месте уже не игрок, а заложник, который сам себя запер в клетке, хоть и при помощи разработчиков. Потому что ключ от нее сделан из твоего интереса в первую очередь, и только потом из манипуляций разрабов, которые направлены на очевидное увеличение доходов, бизнес и так далее. Это норма. Плюс тебя может подкармливать собственное воспоминание о том, как когда-то 500 дней назад тебе было здесь с кайфиком, и прям вот великолепный вайб у игры был, все было очень красиво. А самое страшное, что ты можешь пригласить в эту клетку других, например, друзей или близких. То есть они-то не шарят, они увидят Геншин, как вы в первый раз. А помните, я сказал, что подсадил кучу людей на Геншин? Так вот, в моем случае страшная получается ситуация. Я расхвалил не только Геншин, причем на сумасшедшие охваты, но еще и другие гачи. Много гач. Очень много гач. Да до сих пор хвалю, чем получается подсаживаю людей на казики. Поэтому, надеюсь, выводы ты свои сделаешь, и, лучше не тащи друзей куда-либо, не думая. Может быть, ты несешь им недобро. И раз уж так удобно можно вставить про то, почему Хоя корпорация зла, говорю коротко и прямо. Использование манипуляций, подправленных похотью, создание зависимости у людей и прикрывание детской милой игрой — это, пожалуй, самый опасный пункт из всех. Согласитесь, будто бы не самый добрый мув с точки зрения морали. Поэтому их можно назвать корпорацией зла. Лично я считаю, что они гении, и с точки зрения бизнеса это великолепно. На их месте и я, и ты, и кто угодно делали бы точно так же. Только прошу, не надо лицемерить в комментариях, я никого не обвиняю, просто указываю на факт. А еще ты меня, наверное, спросишь: а как же твой тейк про то, что мир там в Геншине картонный, ты это сказал без пояснения? А тут, к сожалению, все очень просто. Так и есть. Ослепленный любовью к игре, конечно, может не замечать, это нормально, я понимаю, но когда ты изначально не был настроен к чему-то супер позитивно, тебе сильно легче заметить там минусы. Как, например, просто тупейшую и супер наглую подачу правда интересного лора. Да, он огромен, он опять же крут, всем моим коллегам, друзьям и много кого я знаю лично, он очень заходит, мне просто пересказывают его, потому что он реально прикольный. А я же в нем не эксперт, потому что не готов читать диалоги с кучей воды и прям тонной ненужного текста, а часто вообще бессмысленного. Вот ты, наверное, думаешь, почему они до сих пор не добавили скип диалогов? А все просто, это еще один инструмент для удержания людей и повышения их времени
в игре. Экие вовлеченности для всяких дядек в пиджаках. Если ты не понял, объясняю. Представь, что тебе нужно показать, что в твою игру играют долго и вовлеченно, то есть там часы в день и так далее. А как это сделать дешевле всего? Правильно, заставить игрока читать. Тебе искусственно растягивают квест на 2 часа, хотя реального сюжета там минут 15. Ты не исследуешь мир, ты работаешь кликером пробела. И вот ты стоишь, слушаешь очередного NPC-модельку, которого скопировали с другого, которого ты видел миллиард раз, а присмотревшись, замечаешь, что он ведь даже не живой. Это просто манекен с парой зацикленных анимаций. Как только квест заканчивается, этот NPC превращается в статичную мебель. Он будет стоять на этом месте до конца времен и просто ждать. То есть он обречен. Даже звучит крипово. Мир в Геншине не меняется от твоих действий. Города выглядят масштабно, но они мертвые. Иллюзия жизни пропадает ровно в тот момент, когда ты залутал последний сундук в локации, и тебе там больше делать нечего. А самое забавное, что в моменте таких NPC ты начинаешь оббегать, дабы случайно не открылась завязка рандомного квеста, где тебе опять придется спамить пробел в надежде, что диалог быстрее закончится. Вот в чем картонность, про которую я говорил. Это просто очень красивые декорации вокруг казино. А быть героем в таком мире как-то не очень, согласитесь. Даже несмотря на то, какие это декорации великолепны. Будто бы как ты что-то воспринимаешь, так оно и есть. И вот, варясь в этом всем целых 365 дней, я понял одну главную вещь. Ежедневки в Геншине и в гачах в целом — это цифровой ритуал, который ты искусственно добавляешь в свой день. Такой островок стабильности в хаотичном мире. Но, что важно, игры остаются играми, пока они не превращаются в рутину. И если для тебя игра стала рутиной, это в первую очередь из-за тебя. Ну, из-за там всяких подводящих штук к этому от разрабов. Скажем честно, они тут явно при делах. Гачи не уважают твое время, пока ты им его даешь. То есть в первую очередь это твоя ошибка. Геншин винить не стоит, если ты сам еблан. Спустя год этой игры рутины, слитых нервов на гаранты, куча снятых видосов и осознание всей этой системы манипуляций, жалею ли я о том роковом решении, когда я нажал кнопку скачать? Знаешь, а ты сам как думаешь? Мне лично повезло превратить это в контент, но если у тебя нет канала, если ты просто отдаешь время за пиксели, задай себе вопрос, что ты получаешь взамен? Поскольку я монетизирую контент, я не жалею. Но если смотреть на игру в Геншин в вакууме, без ютуба и всего, то я жалею, что потратил на него целую кучу времени. И я рад, что вовремя его удалил, не заходя дальше ради бессмысленной ежедневной награды. Просто я сам себя словил на этих мыслях и удалил его и перестал играть. Все. Самый радикальный способ в основном почти всегда работает. Надеюсь, ты сделаешь из этого ролика выводы и поймешь то, что да, разрабы расставляют для тебя гениальные ловушки. Но прыгать в них или нет, только твой выбор. Ну и увидимся в следующем ролике. Кстати, будет он про Dark Souls 2. Ну еще у меня Boosty и Donation Alerts есть, там меня можно поддержать.